Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я расскажу вам всю правду о семенах гибридов F1 и ГМО. В чем их разница, как отличить гибрид от ГМО и также какой вред они несут нашему организму. Так что досматривайте видео до конца, будет очень интересно и познавательно. Ну а кому информация с данного видео будет полезной, чтобы не потерять это видео, поставьте ему лайк. Вам сделать это не составит сложности, а мне будет очень приятно за проделанные труды. Ну а также, кроме гибридов F1 и ГМО, существуют еще и сортовые семена. С них-то я и начну свой рассказ. Что такое сорт? Сорт – это растение с определенными характеристиками и качествами, которые не меняются со временем. А именно, приведу пример на томатах. Вы приобрели сортовые семена, высаживаете их, выращиваете, получаете урожай, собираете из урожая семена и на следующий год их снова высаживаете. И получаете такое точно растение с его всеми качествами и с таким же урожаем. И собирать семена из сортового томата можно до бесконечности. Каждый год выращивать, собирать семена и высаживать на следующий год. Все его качества и характеристики будут сохраняться. Это единственный плюс сортов. А минусом же сортов является то, что они неустойчивы к большинству болезней и у них слабая урожайность в сравнении с гибридами F1. Теперь же, собственно, что такое гибрид? Это, можно сказать, тоже сорт, но только он выведенный в одном единственном поколении. Собрав из него семена и высадив на следующий год у себя в огороде, вы уже не получите те вкусовые качества, размеры и характеристики, присущие гибриду, из которого вы собрали семена. Но урожай все же будет, но совершенно другим. Потому гибриды и помечены маркировкой F1, что означает первое поколение. Гибриды выводятся селекционерами методом скрещивания между собой двух различных сортов с определенными характеристиками для получения потомства, которое будет в разы превосходить по урожайности и вкусовым качествам, а также стойкости к болезням сорта, которые скрещивали. А скрещиваются определенные сорта методом опыления только одного вида. Например, если мы хотим получить гибрид томатов, то здесь скрещиваются сорта только томатов. Если хотим получить гибрид огурца, то скрещиваются только сорта огурцов. И делается это путем опыления, одним сортом второй. Теперь о плюсах и минусах гибридов. Огромнейший плюс – это то, что гибриды в большинстве своих случаев не нуждаются в дополнительном опылении. Второе – это то, что они очень урожайные, в несколько раз превосходят сорта. Третье – это их устойчивость к большинству заболеваний определенного вида растений. А минус гибрида заключается в том, что из семян, полученных из гибридов, вырастет все что угодно, но только не тот сорт-гибрид, с которого были собраны семена. И то, что волнует многих, вредно ли употреблять плоды гибридов, с уверенностью могу ответить: нет, не вредно. Так как я уже и говорил, гибрид выведен скрещиванием двух сортов одного вида через опыление, без всякого вмешательства в ДНК. А вот с ГМО, о котором сейчас пойдет речь, все обстоит совсем иначе. Что же такое ГМО? Расшифровывается эта аббревиатура как генно-модифицированный организм. Еще встречается название трансгенный организм. При их создании осуществляется искусственное внедрение, а именно перенос чужеродного гена в молекулу чужеродного ему ДНК, носителя наследственной информации. Такая транспортировка ген возможна как от растения к растению различных видов, так и от животного к растению и наоборот. Например, в ген картофеля внедряют ген скорпиона, чтобы избавиться от повреждений его насекомыми. Тем самым урожай получается чистым и обильным, так как никакой вредитель на него не нападает. И как вы можете понимать, геномодифицированные растения невозможно получить путем опыления. А делается это только в лабораторных условиях. И для того, чтобы получить геномодифицированное растение, проводится много исследований, различных опытов, которые требуют как времени, так и больших денежных вливаний. И поэтому семена ГМО различных растений вы просто так не купите в интернет-магазине, либо же в обычном магазине, так как они будут стоить очень дорого. Ну а плюсы и минусы здесь очевидны. Давайте начнем с плюсов. Растения ГМО при выращивании устойчивы к климатическим воздействиям, к различным болезням и вредителям, дают обильные урожаи. Ну а минус следующий. Первое, семена очень дорогие и достать их для обычного огородника практически невозможно. Второе, геномодифицированные растения ГМО не дают совершенно потомства, так как семена в них неполноценные
и они совершенно не дают потомства, в отличие от гибридов. Ну и самый главный минус, что все же ГМО очень пагубно влияет на человеческий организм, так как из-за того, что само растение не может давать потомство, то и употребляя плоды этих растений, люди также могут страдать на бесплодие. Этот факт доказан учеными, подтверждения есть в интернете, но проводились все опыты на животных, что доказало, употребление ГМО приводит в первую очередь к бесплодию. Ну и теперь давайте же подытожим, что гибриды F1 не являются ГМО. Разница между гибридами и ГМО в том, что гибрид выводится селекционерами путем скрещивания, опыления растений одного вида, только разных сортов, а ГМО растения получают в лабораториях методом внедрения ДНК, непосредственно работая на уровне клеток. И поэтому вы точно можете не волноваться, что вам в руки попадут семена ГМО, так как это очень дорого. И не каждый производитель семян может позволить себе такую разработку. Надеюсь, у меня получилось объяснить вам доходчиво, в чем же разница между гибридами и ГМО. И если информация с данного видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я же вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!